Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами говорить о сервисе в Турции, о ценах, поговорим, сколько стоит обустроить квартиру, и я вам покажу наши платежи за месяц по коммунальным услугам на 4 человека. Поэтому тема будет очень интересная и полезная. Погнали! Наконец-таки я могу сказать, что мы переехали. 6 раз мы переезжали за 3 месяца. Это просто была жесть. И мы наконец-таки уже дома. Я вообще вам хочу рассказать, из чего состоит квартира. Это дуплекс. Что это значит? Это двухэтажная квартира. На первом этаже у нас зал, кухня и туалет. На втором этаже у нас получается 2 спальни и 2 санузла. Что меня удивило в самом начале? Тут есть огромнейшие просто балконы. Я вначале думала, зачем такие огромные делать балконы? Ну, потому что балконы у них считаются в стоимость общей квадратуры жилья, и это как бы дополнительная оплата. То есть, получается, у нас квартира, по-моему, около 140 квадратов, и из них где-то, наверное, 20 квадратов точно это балконы, если не больше. Но это капец, это прям огромная площадь. И я такая думаю, вот эти турки хотят везде навариться, вот, и делать специально такие балконы, чтобы не тратиться на планировку внутри. Ох, как я была не права. На самом деле, когда прохладно, мы большую часть времени проводим на балконе. Ну, соответственно, мы там завтракаем, ужинаем, обедаем. И знаете что? Я такая поняла, когда уже время прошло некоторое, я такая думаю, все-таки турки молодцы. Балконы — это кайф. Я теперь очень сильно наслаждаюсь ими. В принципе, это и все, что есть у нас в квартире. И у меня сегодня сдвинулась немного съемка, поэтому я хочу вас здесь сегодня в ресторан рыбный. Мы будем отмечать подачу документов на гражданство в Болгарии. У меня друзья подали документы, мы хотим сегодня отметить. Никто не думал вообще и не гадал, что ты начнешь судорожно искать корни в других странах. Да, сейчас такое время. Короче, я буду собираться и увидимся скоро. Чудо монтажа и никакого мошенничества. Все, мы опаздываем. Мы опаздываем. Лёв, идём? Вчера прям так хорошо отдохнули с ребятами. Мы пришли домой, и у меня не было сил просто продолжать съемку. Ладно, давайте продолжим. Вначале хочу вам рассказать про боль заезда, самого заезда. Это все не так просто и легко, как хотелось. Мы сталкивались вообще со всем. Вот реально, что не придумаешь, вот с этим реально будут проблемы. Мы, подали когда документы на квартиру, там, когда ты подаешь заявку, они в течение месяца ее рассматривают. В итоге, через месяц, когда мы подали документы, нам пришло сообщение, что, ребята, у вас там косяк в документах, и нам нужно было опять месяц ждать, чтобы нам переоформили документы. То есть это был вечный процесс. Мы скитались по съемным квартирам. Я уже говорила, да, что 6 раз переезжали, капец. И как это все происходило? Мы, например, сняли квартиру, нам говорят, через 2 недели, точно вы заедете, документы уже подали, все будет ок. Я такая, окей, без проблем. Мы, получается, снимаем квартиру, живем там 2 недели, думаем, что вот-вот мы сейчас получим эти документы и заедем уже в нашу хату. И что мы имеем? Нам говорят, что у вас там ошибка в документах. Мы говорим, окей, давайте нам продлим нашу квартиру, в которой мы сейчас съемные живем. Они говорят, а уже следующий будет заезжать. Мы начинаем искать другое жилье. Нам говорят, сейчас будем с вашей квартиры где-то недельку-две еще решать. Мы такие, окей, снимаем новую квартиру на 2 недели. Это капец просто как дорого. Чтобы вы понимали, средняя цена была в районе 1000 евро мы постоянно отдавали. Вот за минимум за 2 недели, 2-3 недели. То есть постоянно в течение 3 месяцев мы вот так, окей, давайте продлевать. Все, очередной раз мы опять подаем документы, и опять нужно ждать месяц. Я уже начинаю злиться и говорю, что, ребят, вообще это несерьезный подход, и я уже не буду тратить никакие средства денежные на съем другого жилья, давайте что-то решать, потому что я уже стала в позу. Если честно, я туркам не особо доверяю. Мне казалось, что они специально затягивают процесс с нашей квартирой, чтобы деньги заработать на ренте. Звучит глупо, конечно, потому что сейчас очень много людей хотят снять, но
Я могла допустить данную мысль. Они уже видят, что я злюсь, и я уже не хочу идти ни на какие компромиссы. И они такие говорят: ну давайте, ладно, мы попробуем вас заселить в вашу квартиру. Я такая: а что, так можно было? Ну да, но там не зарегистрированы счетчики. Ну ладно, они зарегистрированы на нас, мы там как-нибудь рассчитаемся. Почему сразу нам нельзя было об этом сказать? Хорошо, давайте сделаем так. Они нам говорят: мы сейчас включим в течение следующего дня вам воду. Ну, они включали ее дня 3-4. Окей. Они включили нам воду, у нас сломался унитаз. Я не знаю, как они проверяли воду вообще. У нас просто шел огромный поток в туалете, и я понимала, что это все-таки деньги, и меня так все напугали. Тут очень дорогая вода, поэтому аккуратнее. И я такая думаю: вот сейчас мы капец сколько денег смоем в унитаз, вообще жесть. Окей, вызвали мастера, он, естественно, приехал там в течение недели. Параллельно мы не могли все равно заехать в квартиру, потому что у нас не было света. Мы начинаем их просить включить свет, чтобы мы нормально заехали в квартиру. И они: окей, мы вам вызовем электрика. Электрик пришел, тоже плюс-минус 2-3 дня. Он пришел, поковырял, нам все подрубил, показывает: смотрите, все, электричество есть. Я такая: фу, ура! Аллилуйя, у нас теперь есть электричество. И он уходит. Стоп, я же в Турции. Мне делала работу турок. Надо все пересматривать. Я забегаю на 2-й этаж, проверяю электричество на 2-м этаже, и его нет. Я, начинаю бежать за ним. Его уже нет. Я не знаю, как они быстро так ходят. Просто. И я такая кричу: там, электрик-мен! В итоге человек, который управляет данным домом, позвонил ему и попросил его вернуться. Он приехал. Это было понятно, что не в этот же день, он приехал на следующий день. И я вместе с ним ходила, зарядка телефона, проверяла все розетки, потому что они не работали. Они не были подсоединены, их надо было заново выковыривать и заново подключать провода. Я с ним ходила, чтобы проверить каждую розетку, каждый выключатель. Я такая: вот это на самом деле хороший урок, и тоже вам совет. Проверяйте вот таких ребят, потому что я, конечно, не думала, что будет вот настолько, уже фейспалм сидишь, такой: серьезно, ребята, вы даже это не можете сделать нормально. Ладно, нам дали электричество, воду, мы сидим теперь довольны, и мы заехали. Мы заехали, и это было круто, несмотря на то, что у нас были проблемы с привозом мебели. Я постепенно привозила мебель, какую-то, которую в магазине могла сразу купить и отвезти. А такое крупногабаритное, естественно, у нас там, например, диван, который в зале, мы его делали под заказ, да. Тут на самом деле цены вообще очень крутые. Я вам чуть попозже расскажу, сколько примерно вышло. Тут ты себе можешь позволить сделать его под заказ. Короче, естественно, все они задержали. Как вообще все я заказывала? У меня было 2 способа заказа мебели. Первый способ: я брала в рент машину и каталась по всей Алании, искала магазины и скупала, привозила что-то домой, что-то они там через некоторое время короткое привозили. Второй способ: я заказывала на сайте, сейчас на самом деле может быть проблема у меня с произношением, Trendyol, я не знаю, как они точно его называют. Этим сервисом даже пользуются магазины, они там заказывают всю продукцию и продают у себя в магазинах. Поэтому вам рекомендацион. Там цены просто нереально крутые, и ты можешь почитать отзывы, посмотреть фотки, вообще кайф. Это аналог Алиэкспресса, можно сказать, где там и фотки есть, и оценки, и все-все-все, и, в принципе, легко заказать. Думаю, трудностей не возникнет. Что касается этого сервиса, там есть ограничения, нельзя заказывать более 5000 лир, чтобы вы понимали, это примерно 20 000 рублей. Нам нужно иметь ИНН, но у нас пока что до сих пор его нет, и мы не могли его ввести, и мне приходилось до 5000 лир и заказывать очень много доставок. Короче, я вот так много делала заказов. Потому что ничего не было дома, ни подушек, одеял, ни матрасов, вообще ничего. Приходилось мелкими итерациями заказывать. В общем, сервис очень хороший. Карта МИР не работает, к сожалению, но если у вас есть карта не российская, то вы без проблем сможете что-то заказать. Единственное, при регистрации там нужен именно турецкий номер. Без него вы войти в приложение не сможете. Давайте вообще пройдемся по ценам. На самом деле, вот сервис, который Trendyol, тут все очень просто. Там, например, постельное белье выходило 230 лир, может, где-то выходило 300-400, чтобы вы понимали, в рублях это 1500. И постельное вообще очень хорошего качества. Вот там, на самом деле, очень хорошо. И я стала, кстати, заказывать там еще и одежду.
потому что что-то я подсела на этот сервис. Что касается стоимости большого товара, например, шкаф, который у нас в спальне, он состоял из 2 секций, вот это огромный, и мелкие мы поставили в детскую, потому что планировка не особо удачная, и ты большой шкаф в детскую не поставишь. Шкаф у нас вышел примерно где-то в 90 тысяч рублей, но он качественный, там и включается подсветка внутри шкафа, внутри все очень красивенько. Ну, короче, мне качество очень понравилось. Что касается дивана, который мы делали под заказ, смотрите, фишка в чем. Мы когда его заказывали, к нам пришли мерить его, чтобы мы четко впились в наш угол, и мы его взяли на 2,2 метра, и он такой говорит, мы можем типа сделать запросто 3 там, на 3,5. Я говорю, блин, ребят, нам не нужен такой огромный, ну то есть у нас хотя и очень много места, ну зачем нам такой огромный диван? И он говорит, да не переживайте, цена одна и та же. Вот, так что берете вы там на 3 на 3 метра, либо 2 на 2, цена одинаковая. Что мне понравилось? Мне дали, ну это, знаете, тоже по аналогии это во многих компаниях тебе дают, естественно, образцы ткани, ты можешь выбрать, естественно, цвет ножек, да, у нас там он входил по умолчанию серебряный, я их поменяла на черный. И вот эти штуки, которые ты можешь под себя все подправить, там, цвет подушек, да, это классно. То есть такой конструктор ты можешь собрать, и тебе привезут. По времени заняло это где-то месяц. Ну, естественно, они на 1,5 недели задержали. То есть имейте в виду. По стоимости вышел диван 150 тысяч рублей. Мне кажется, за такое качество и то, что это под твой заказ, это, по-моему, идеальная стоимость. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы сидите, например, в России или там в Армении, вы можете воспользоваться услугой и попробовать себе заказать в страну мебель, потому что мне кажется, что даже с транспортировкой будет это выгодно. А в России, я думаю, что будет по-любому дороже данная мебель. Так, ну и основное — это коммунальные счета. Сейчас, секундочку, я за ними сбегаю. Поехали. У нас 2 счета за воду и электричество. За июль месяц за 4 человек у нас вышел 318 лир. Это получается примерно 1200 рублей. За электричество у нас получилось 1700 лир за прошлый месяц. Но у нас, смотрите, 3 сплита, и они работают нон-стопом, потому что тут просто дикая жарень. И еще один платеж, который мы делаем ежемесячно, но мы там оплатили за год, это Айдат. Помните, я вам как-то уже говорила, это обслуживание дома. У нас и бассейн есть, у нас тренажерный зал есть, в котором я еще, правда, ни разу не была, но за это нужно платить, потому что оно все равно требует ухода. У нас стоимость поднялась, теперь это стоит 450 лир в месяц. То есть, в общем, у нас получается 2500 лир, это примерно 7-8 тысяч рублей в месяц. Дороговато получается, чем в России, но у нас, правда, все работает нон-стопом, поэтому цена получается выше. Если экономить, то, естественно, получится меньше. Логично. Ладно, ребята, на этом все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. У меня есть еще телеграм-канал, вот он, тоже на него подписывайтесь, не забывайте. И Инстаграм тоже есть. Короче, у меня очень много соцсетей. Просто берите и подписывайтесь там. Потому что в Инстаграме, на самом деле, я очень много... Ну, я там вообще каждый день бываю. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Короче, увидимся в следующем видео. Я вас обнимаю. Вам отличного дня. Пока-пока.